После того, как нас наградил Владимир Владимирович, пару секунд от слова «поздравляю вас» прозвучали СМС. И здесь уже коленки задрожали, конечно же. Чемпион Паралимпийских игр – это 4 миллиона рублей. Нужно довести верхний слой кожи до раздражения, чтобы тело функционировало и правильно восстанавливалось. Оказывается, так можно. Мы все зависим друг от друга. Просто кто-то еще об этом не знает. Конечно, ему легко Многие говорить, говорят. у него там связка медалей. Так и говорят. Как к этому прийти? Что это за дзен такое мышление? Кто вас этому научил? Смотрите, как говорится, и учитесь. Все возможно. Неплохо. Андрей, после того, как из Токио вы привезли 3 медали и стали 6-кратным паралимпийским чемпионом, вокруг вас просто рой журналистов, съемка интервью каждый день, и вы никому не отказываете. Хотя подозреваю, что в какой-то момент, наверное, это уже утомляет. Наверняка вопросы почти одинаковые. Это верно, да. Неожиданный вопрос такой, да. На сегодняшний день это самый легкий и быстрый доступ рассказать всем, что сегодняшние паралимпийцы – это тоже чемпионы. Почему это важно донести до всех? Важно это попросту, чтобы больше внимания уделялось функционерам, скажем так, чтобы было больше привлечения. Как многие ребята еще сидят дома, и родители озабочены, куда же его чаду пойти и чем ему заняться. Мы здесь, если у нас получилось, и у вас получится обязательно. А что хотелось бы донести до тех, у кого нет инвалидности, кто, может быть, не связан со спортом? Смотрите, как говорится, и учитесь. Все возможно. Неплохо. У вас тренировки 6 дней в неделю, по 2 раза в день. Какую часть занимают тренировки в воде? Просто это тоже не самое очевидное для тех, кто с плаванием не связан, что огромная часть занятий, она в сухую происходит. В моей методике мы используем, скажем так, 8-9 тренировок в неделю воды, 12 тренировок, 11 зала. Загадочное слово «заминка», обязательно в вашем тренировочном процессе существует. Что это? Почему это важно? Это было всегда важно. Просто не все обращали на это внимание. Это те тонкости работы, обратная сторона медали. Заминка – это тот процесс, когда ты должен вывести свой организм в позицию следующих тренировок. То есть ты не должен выйти с тренировки уставшим, скажем так, обессиленным. А за счет чего это получается? Пилатес, йога, растяжка. Есть гимнастические упражнения, способствующие выводу молочной кислоты. Это важно, без этого никак. Однозначно, благодаря чему... Сделал нагрузку, расслабься. Конечно, благодаря чему на сегодняшний день у нас минимизирован травматизм и высокие показатели. И от этого страдает наш режим. Он увеличивается. Занятия, скажем, активным образом жизни от 7 до 7,5 часов в день. У вас такие нагрузки-то на организм выше среднего. Да. И идет естественный, износ организма, конечно. И вы даже операции какие-то вынуждены были делать. Да, было дело. То есть это именно из-за нагрузки спорта высших достижений? У нас есть ошибки в процессе, и без них не обойтись. И ошибки являются, иногда травмами. Были моменты, конечно, пару операций пришлось преодолеть.
Ну, это только усилило нашу волю, организм, подготовили к новым вершинам, к новым высотам. Сейчас, по сути, мы все с ограниченными возможностями. Ну, правда, мы ограничены в Да. передвижениях. Согласен. Да? Тот, кто сейчас там не решился В на буквальном прививку, смысле. не может Да. ни в спортзал сходить, Конечно. скоро Да. ни в ресторан, ни в театр и так далее. Самое страшное, что ситуация неопределенности. Да? Одно дело, потерпите до такого-то времени, но мы не знаем, как Согласен. надолго, что будет. Да. Вы ситуации неопределенности полнейшей переживали не раз. И карантины в вашей жизни были до того, как мы узнали слово «ковид». Да. В 2013 году вы переезжали из Украины Да, в Россию, 13-14, да. не имея ни плана, ни без понятия, что будет, как будет. Переезд, семейные обстоятельства, ну и, естественно, возраст как спортивный. Как бы я понимал, что дальше не знаю, способен я или нет. И перебрались мы с супругой в Петербург. Но вы при этом не могли же сразу выступать за Нет, российскую 2 сборную. года. 2 года. 2 года, вот это так называемый карантин. Да. Это то, что мы знаем в спорте до ковида. Да, карантин – это страшное слово и не очень желаемое каждым спортсменом. Но это необходимая вещь для того, чтобы уравнять позиции. То есть 2 года вы не могли Сверху. участвовать в соревнованиях, На международном уровне, да. но тренироваться Да, могли? обязан. Да, мог. Тяжело это было спортсмену, который уже был заслуженный мастер спорта Украины? Да. 2 года, 2 года а выдержки. годы идут. Это был первый рубеж, когда ты понимаешь, что от дальнейшего шага будет зависеть исход событий. Как только ты принял решение, утвердил в себе, что действительно шаг этот реален и возможен, и ты на это способен, тогда ты подтверждаешь делом. И первое соревнование, до которого вас допустили после карантина? Чемпионат мира 2015 года Глазго. Супер, произошло все феерически. С каким Подписывали. результатом вы с него уехали? Серебро 200 комплекс личное, личный 100 брат золота и 2 золота в эстафете. Считаю, что лицензия на Паралимпиаду 2016, не то чтобы в кармане, но хорошие шансы выступить. Да, это однозначно ты в команде. Ну, 2016 год преподнес свои сюрпризы. Да. Совершенно никто не ожидал, что в последний момент паралимпийской российской сборной будет дан отворот-поворот и просто отказано в участии. Да. Многие это знают, да, это ни для кого не секрет, но немногие смысл этого понимают, что это было. То есть, по сути, полетела вся система профессионального паралимпийского спорта, да, и было непонятно, что будет. 16 год, август. Первые намеки на то, что мы не едем, они воспринимались так. Это желтая игра прессы. Второе было предупреждение уже очень серьезное, то, что действительно готовится суд. И здесь уже коленки задрожали, конечно же. Приговор объявлен, мы дома, мы понимаем, что самолет стоит, грубо говоря, ждет, а мы не идем, потому как нет смысла туда все. И здесь руки опустились у всех, и в том числе у меня, конечно же. Ведь там же суть-то не только в том, что пропустили Паралимпиаду, но ведь под запретом участия в международных соревнованиях. Порушилась система со стипендиями, да, премиальными, которые завязаны на победы в международных соревнованиях. Да. На всем порушилось. Порушилось и финансирование самого спорта, паралимпийского движения, финансирование семей всех чемпионов и финансирование объектов. На всем это отразилось. И это было новое преодоление того, что мы называем возвращение, камбэк, да, тех времен, когда это было сложно и непонятно ради чего. Но многие же тогда, даже уже в 2016 году, приняли решение ответить на вопрос, а как жить дальше? А что если уйти из профессионального спорта, не терять времени, Да. а не терять форму, кто куда, кто в менеджерскую работу, кто в тренерскую. Я Так а согласен. почему, скажите, вы все равно верили в светлое будущее и решили это воспринять как возможность? Я не верил, но здесь что-то подсказывало, что действительно нужно оставаться. И опять-таки
семейный совет подтвердил то, что ну а куда мы без этого денемся? Это наша вся жизнь. И супруга, и я, мы рождены, скажем так, наш союз рожден в паралимпийском движении. И ну, мы это паралимпийцы. И поэтому, конечно Здесь, же... наверное, нужно сказать, что вы были в одной сборной. Да, конечно, да. С Марией, да, мы были в одной сборной, да, у нас... Украинской. В Украине, да, конечно, да. Мария — это тот случай, когда тебя ждет юношеская сборная по синхронному плаванию, и в какой-то момент у тебя вносится корректив определенный, и вот судьба преподносит такой вот нежданный То есть она сюрприз. получила травму, будучи восходящей звездой синхронного плавания. Да, юношеского. И да. попала в паралимпийский, соответственно, спорт. Да, после как реабилитация, да. И вот это тот случай, когда паралимпийское движение проявляет с лучшей стороны и с той, которая нужна. Но жена не продолжила, да, не спорт в продолжила, России? да. Были моменты с гражданством получения сложно. И в то время, когда она активно занималась и повышала свой профессиональный авторитет, 16-й год наступил. То есть тут вот такая атака по всем фронтам, по семейным. Ну, мы преодолели, и это радостно ощущать, что мы с этим справились. Следующая Паралимпиада все-таки случилась, да, как бы со странным названием Токио 2020, да. Но прошла она в 2021 году. Да. Оказывается, так можно. Необычная, да, для вас Паралимпиада, потому что под нейтральным флагом, да, без зрителей, ковидные ограничения. Вот расскажите. Когда был анонс того, что будет происходить в Токио 2020, меня лично ничего не смутило, не удивило, потому как чему уже удивляться в современном мире, пройдя через такое. Мы под любые условия сможем подстроиться. Немножко было неловко смотреть на то, как справляются другие сборные из других стран, потому что для них, оказывается, это было для них преткновение. Что именно? То, что существуют ограничения личности, существуют определенные издержки, что, окажется, соревнования можно перенести или отменить. Мы это все прошли. Вы подготовлены. Да, мы были подготовлены судьбой, назовем это так, и мы были с козырем в рукавах. Мы смогли реализовать все свои возможности и накопившуюся энергию для того, чтобы показать всему миру, что Российская Федерация в паралимпийском движении существует. А вот меры, связанные с ковидом, да, насколько они мешали? Мешали, удивляли? Да. Были, конечно же, и определенные вмешательства, корректировки, да, вот в подготовку. Например? Например, это 7 часов должен быть сдать ежедневно слюна. Там был такой метод ПЦР. То есть они в Японии берут анализ слюны? Да. Это ускоренный вариант, и это приблизительно. А через сколько результат сразу давали? Я так понял, через 2-3 часа. То бишь, ты сдаешь слюну в 7 утра, идешь на старт, отбираешься в финал, и в обед тебе могут говорить, что ты не участвуешь в финале. И это было... А были такие? Случаи, конечно, были, но, слава богу, не в нашей сборной. Лучше так, нежели сидеть дома и ничего. Опять-таки готовиться неизвестность. Выступление под нейтральным флагом. Да. Каково это? Вам скажу, интересное ощущение, но наперед забегая, все знали, кто мы. И на старте, вызывая, произносили то, что нам было запрещено произносить слово Russian Federation, они сами произносили и говорили: не обращайте внимания, мы знаем, кто вы. То есть по эмоциям вас это не смущало? Нет, даже добавило нового какого-то интересного драйва, то, что вместо гимна был Чайковский. Это была действительно удачная подборка и вдохновила многих. Первая Паралимпиада, когда мы должны были выступать, наши спортсмены, под нейтральным флагом, если не ошибаюсь, была зимняя, да? Да. В адрес некоторых спортсменов неслись обвинения. Предатели, вы должны были их игнорировать. Что вы об этом думаете? И вы на себе испытали это или нет? Вот благодаря ребятам, которые все это на себе пронесли, мы и чувствовали себя комфортно. Я на стороне ребят, которые приняли решение однозначно выступать, показывать, на что мы способны, и делать этот мир лучше. После вашего перехода из украинской сборной в российскую вы получали какой-то негатив?
в свой адрес? Вообще нет, никакого совершенно. Потому как все прекрасно знают, кто мы, и кто я, и чему это все досталось. Всем интересно, как я смогу проявить себя, свою личность на этой стороне. Я думаю, многих удивили в Токио. В плавании очень важен контакт с водой, да, спортсмена, пловца. И он достигается не только тренировками, да, а какими-то специальными методами. Я, например, про вот бритье тела. Расскажите об этом методе. Это ритуал, скажем так, профессиональный и эффективный. Мы снимаем, скажем так, не в буквальном смысле слова, верхний слой эпителия, да, то есть омертвевшую часть. То есть суть не в том, что многие люди думают, что снять волосы. Нужно снять раздражительные, нужно довести верхний слой тканей кожи до раздражения, чтобы чувство воды было более эффективное, взаимосвязь головы с телом. Ну и к тому же самый большой орган в теле – Кожа. это кожа. И ее нужно обновить, чтобы тело функционировало и правильно восстанавливалось. То бишь она дышит еще больше, лучше и эффективнее восстанавливаешься после нагрузок. А почему именно бритье? Есть же там, я не знаю, скрабирование, отшелушивание. Быстрее и эффективнее. Конечно, в среднем занимает, вот, в моем случае, 40 минут. А как часто нужно этот ритуал проходить? Скажем так, связано это с физиологией. Я думаю, в моем случае это не чаще, чем 2 раза в год. Женщины тоже проходят этот ритуал? Да, конечно. Да. Ну, я скажу так, у всех все индивидуально. Естественно, кто-то предпочитает не все тело брить, кто-то предпочитает только руки, ноги, кто-то другие части тела. Соответственно, то есть у всех свои есть нюансы, и это и есть одна из частей стратегии, как подготовиться к удачному выступлению и выступить на высшем уровне. Как меняются вот эти ритуалы, правила? Я знаю, что если не ошибаюсь, до 2009 года, да, мужчины могли в гидрокостюмах выступали. Это было пока не сказали, что дает преимущество. Да. Дает преимущество, да, конечно. Этот момент был переломный в плавании, и большинство не верили в то, что дальше могут быть побиты рекорды, но они обновились, новое поколение приходит еще сильнее, еще эффективное, и этому показатели сегодняшних результатов. И рекорды бьются, и их не остановить. То есть оказалось, что дело не в костюмчиках. Не в костюмах, однозначно, да. После Токио еще один карантин в жизни пришлось пройти. Расскажите. Да. Прибыв в Москву, пришла новость, что действительно мы будем встречаться с главой государства, и лучше всего сделать это сейчас. Мы не знали, что это будет 10 дней. После драйва экшена, который мы получили от Токио, конечно, сразу остановиться и в полную тишину в номер 11 квадратных метров вдвоем. Это... Вдвоем еще надо было сидеть? Да, так как у нас много чемпионов, возможности не было, и пришлось чемпионов поселить по двое. А это прям вот реальный карантин? То есть вы не могли покидать номер? Максимум, что мы могли, открывать двери в номер, да. Это, чтобы... То есть 10 дней на 11 квадратах? Вдвоем, да. Вы не убили друг друга? Вы с кем переживали эти 10 дней? С Владимиром Даниленко, это ваш друг и чемпион, наш чемпион Токио, да, тоже бронзовый призер. Отлично провели время, узнали еще лучше друг друга. В какой-то момент, не знаю, может быть, вы подскажете, не помню в каком году, уравняли премиальные паралимпийцев с олимпийцами? 8 или 9. После Пекина. Да. Сейчас это соглашение осталось прежним, правила действуют, а размер премиальных повышаются? С того момента нет. Я могу спросить, какой сейчас размер? Да, конечно, чемпион паралимпийских или олимпийских игр – это 4 миллиона рублей. Именно спортсмен получает? Да, спортсмен, то есть да, это конечно. не делится на команду или вместе с тренером? Нет. Тренера свои премиальные, мы так и не знаем, какие премиальные получат тренеры на сегодняшний день. Надеемся... Они не делятся с вами информацией? Пока нет. Пока нет. Как скоро спортсмен получает премиальные? А вот это было связано, наверное, скорее всего, с той улыбкой и возвращением домой после награждения.
После того, как нас наградил Владимир Владимирович, через пару секунд от слова «поздравляю вас» прозвучали СМС. И мы не знаем, как это они делают. Ну, приятно. Однозначно. И 10 дней карантина, ну да, скрасили всю обстановку. И в Паралимпиаде в Токио вы показали такой результат, про который даже специалисты говорят «фантастика». Вы превысили, улучшили свой результат, который сами показали в 21 год. Да. Как это можно объяснить? Ну, я обычно отвечаю «не знаю», я сам в шоке. Сам в шоке, как это возможно. Ну, рецепт один на все случаи жизни для меня — это семья, друзья, команда. Без моего тренера Ольги Николаевны Байдаловой ничего бы этого не было. Вы не просто высокие результаты, да, показываете, вы как будто время вспять поворачиваете, потому что вы все побеждаете. Вы сколько, 17 лет в брасе не проигрывали, да? Недавно узнал об этом, да. Да. При этом растет новое поколение соперников. То есть те, с кем вы соревновались, я так понимаю, уже своих воспитанников приводят. Да, был такой А вы случай, все да, с ними да. соревнуетесь. Да. То есть, поэтому, конечно, очень хочется расспросить вас о каких-то, вот, я не знаю, о ваших способах заботы об организме и так далее. Основное это что? Основное, ну, конечно, режим питания. Если мы будем следить за культурой своего не только общения, но и питания, ну, действительно, мы выйдем на новый уровень, и это нам всем поможет преодолеть наступление старости, назовем это так. А что вы называете культурой питания? Вот в вашем случае, в чем она заключается? Банально, газировка и сладости. Исключены, видимо. Однозначно. Если ты родился в структуре спорта, в понятии, что ежедневные изнурения, ежедневные нагрузки, нужны восстановления. Нужно просто соблюсти определенный баланс. Если ты очень тяжело работаешь, соответственно, ты должен очень качественно, хорошо отдохнуть. А отдых подразумевает собой не только время, но и качество. Естественно, это связано и с питанием, и с образом жизни, и с мышлением. В вашем расписании обязательно есть дневной сон. Верно ли это? Верно, да. Ну, это у Насколько любого это спортсмена. важно? Это очень важно, да. Перезагрузить центральную нервную систему, чтобы ты активировался и оставил все тут пройденное на сегодняшний день и запустить новый этап, новую ветвь следующего дня. И сколько спите? Это после обеда? Да, вот сплю, ну, в среднем 25 минут. Плюс-минус там, но если совсем провал по физическим параметрам, ну, до 40 выходит. Какие чужие привычки у вас больше всего нездоровые, да? Которые, может быть, люди не связаны, мы люди не связаны с профессиональным спортом, не очень на это обращаем внимание, но вот вас они удивляют, что как же так можно? Как же так можно после первого второе кушать? После первого блюда все равно есть второе? Да. А что в этом такого? Многие задают вопрос. Убрав этот момент, разделив время, я один из секретов нашел, пережив в рационе. А сколько он должен быть? Полчаса. Либо исключаем первое. Больше к свету. Вы говорите все время, что медали мне не важны. Победа важна, но победа не в том ключе, в котором для вас является. Победа над самим собой, над своей целью, над своей возможностью. Здесь вот скроется больший ключик. Многие-то как бы и скажут сейчас, и подумают, что, ну, конечно, ему легко Многие говорить, говорят. у него там связка медалей. Так и говорят, но по-другому я не могу объяснить то, что происходит внутри меня. Вот вы мне в телефонном разговоре сказали, что в этом мой секрет, что я не на результате зациклен, а больше как бы заинтересован в процессе. В процессе, да. Это везде, во всех книгах по популярной психологии пишут. Не думайте вы о результате, Да. сосредоточьтесь на процессе, да еще попробуйте получить от него удовольствие. Да. Как я говорю, слова знакомые, смысл непонятен.
как абстрагироваться, вот если ты ставишь себе цель, Да. как абстрагироваться от результата и, расслабившись в процессе, все-таки его достигнуть. Тебе, Попробуйте, пожалуйста, объяснить ключ, который я всем раскрываю, это в 3 стержнях: семья, друзья и коллеги, команда. Всегда подскажут тебе, на верном ты шаге или нет. Если то, что ты делаешь в процессе, нравится всем, то значит ты на правильном направлении и ты питаешься. Тренер дает задание. Если ты удовлетворил желание тренера, то ты на истинном правильном пути. И, соответственно, я получаю от этого удовольствие. Если супруга поддерживает эти моменты... Ну, это же зависимость от чужого мнения. Я не говорю, что не завишу от чужого мнения. Я человек командный, я не могу оставаться на единице с самим собой и прогрессировать. Мы все зависим друг от друга. Ну, просто кто-то еще об этом не знает. Но при этом вам в жизни необходимо было научиться не зависеть от чужого мнения, потому что были случаи, да, и когда Конечно. негативные вещи, да, вы слышали в свой адрес. Как одновременно и зависеть, да, от чужого мнения, и уметь от него абстрагироваться? Если я определил, что мне важно мое окружение, и чтобы оно было удовлетворено, то значит так оно и есть, и я этим мотивируюсь. То есть это независимость от чужого мнения, ну, людей, так сказать, Да, посторонних, конечно, да. но при этом доверие мнению именно близких людей. Конечно, да. Хорошо, ну а как вот, я так понимаю, вы слышали в свой адрес, когда он говорит, не ходи к нам в бассейн, люди тебя пугаться будут. Как вот от этого защититься? И остаться при этом таким же уверенным, как вы? Бассейнов очень много, скажем так. Если сегодня человек не хочет видеть, он, скажем так, я уверен, что в скором будущем пожелает взять, назовем это так, наверное, банально, у нас автограф. То есть вы искренне в тот момент не обижались, не испытывали Нет, агрессии? конечно, нет. Ну, мы же живем в мире, в котором еще постигаем каждый, хотя каждый думает, что действительно он уже разобрался и знает все. Вы сказали, что когда испытывали на себе пристальное внимание, не всегда желательное, говорили себе, ну, раз на меня обращают внимание, значит, я вот создан для того, чтобы гореть ярче. Да. Как к этому прийти? Ну, что это за дзен такое мышление? Кто вас этому научил? Научил? Ну, наверное, возможно, это один из вклад моей мамы. То усилие, которое она прилагала в свое время, чтобы стереть эту грань во мне, что я чего-то не могу, что-то не так делаю наравне с сверстниками. Развитие того, что ты поистине можешь все. Понятие «ничего не могу» либо «не могу» просто такого не существовало в нашей семье. Конечно, твои сверстники — это не всегда доброжелательные люди, и особенно в школьный период времени. Тогда у меня зарождался момент, что действительно вы не совсем знаете меня и на что мы способны. Андрей, как думаете, вот за счет каких качеств кто-то успешно сложные какие-то моменты, даже травма переживает, а кто-то нет? Ну вот, например, вы в 5 лет, да, чуть не утонули. При этом вода — ваша родная стихия. Я испытала тоже в детстве такой опыт, то есть знаю, как выглядит солнце, когда вода смыкается, и все реже и реже, потому что силы заканчиваются. Я могу плавать даже в бассейне, только чувствуя дно под ногами. Выдержать стойко любые преграды, которые вот приключится с любым человеком, это, наверное, может только при поддержке вот окружения. По-другому у меня нет рецепта, потому как мы действительно все зависим друг от друга. И это очень важно понимать и осознавать. И тем самым ты будешь и поддерживать ближнего своего, и будешь радоваться, и печалиться, и разделять все моменты жизни вместе с ним. Мы сегодня в разговоре, точно не подсчитать, но мы очень, точнее вы, очень много раз сказали слово «преодоление». Оно, в принципе, по значению такое вот очень громкое, сильное. Вы его так и буднично, да, упоминаете, и звучит как... Не то, что вы его принижаете, а наоборот, как бы убираете страхи окружающие, да, это слово, что...
это норма, что возникает препятствие. Ну, как вы говорите, и это мы преодолели. Ну да, конечно. И это мы преодолели. То есть означает ли это, что нужно просто принимать сложности? Я думаю, больше подстраиваться под них, потому как воду ничто не остановит, мы же всем знаем. И течение обстоятельств тоже ничто не остановит. А только лишь построив под них себя, мы можем стать на, как говорят, борт серфингисты и овладеть этой стихией. Это касается любой ситуации нашей жизненной, любого человека, который сталкивается с ежедневными, скажем так, негодованиями. И взять себя в руки, сказать себе, ты справишься, успокоиться и идти дальше вперед. Раундов много, да, конечно. И от этого, наверное, и состоит наши все препятствия из раундов. А уже ситуация подскажет нам, на каком мы пути, на верном либо нет. Что касается паралимпийского движения и плавания для меня, для моей семьи, обстоятельства говорят о том, что мы на правильном пути, и у нас все получается, и мы вдохновляем новое поколение своим примером, своим, скажем там, своим творчеством, и своим союзом. И тренер, и я, мы можем делать что-то новое и лучшее. И у нас это получается, и от этого радостно. Радостно здесь и здесь.